Приветствую вас на канале Две войны. Многие считают, что русские фашисты — это только марионетки гитлеровской Германии или участники вооруженных формирований Третьего Рейха. Но на самом деле была и вполне самостоятельная, независимая от Гитлера русская фашистская партия. Она зародилась в те времена, когда слово «фашист» и «нацист» еще не стали нарицательными, а сторонники этой идеологии не успели запятнать себя военными преступлениями. Патриотические движения националистического толка во второй половине 20-х годов приобрели огромную популярность у многих народов. Русских тоже не обошло это пагубное увлечение идеями превосходства своей нации над другими. Разумеется, в СССР того времени существовала только одна партия – ВКПБ, и появление других было невозможно. А вот среди беломигрантов нашлись люди, которые не просто увлекались идеями великорусского национализма, но и основали достаточно мощное политическое движение крайне правого толка. Российское фашистское сообщество, действующее с 20-х годов и до 1943 года, в период своего расцвета в 1938 году, насчитывало более 30 тысяч членов. Далеко не все белые мигранты обосновались после гражданской войны в Европе. Немало противников большевизма поселилось и в Манчжурии, в Северном Китае. Ведь в этом регионе уже много лет была очень сильная многочисленная русская диаспора. Реакцией на поражение белого движения стали настойчивые попытки иммиграции найти любой способ борьбы с коммунистической идеологией в Советском Союзе и предложить альтернативу этой идеологии. Создатели русской фашистской партии были под сильным впечатлением от личности Бенито Муссолини. Дуччи тогда был в зените славы, ему подражали в разных странах многие. Центром русского фашизма стал город Харбин в Манчжурии. В 1914 году русские составляли 64,5% от 70-тысячного населения этого города, а после гражданской войны их численность увеличилась более чем в 5 раз. Идеологическую основу русского фашизма заложил профессор Николай Иванович Никифоров, декан Харбинского юридического факультета. Его коллега, историк Горячкин, в 1928 году выпустил в Харбине книгу «Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин». В ней он доказывал, что популярный российский премьер, убитый революционерами, был по сути своей фашистом, на много лет опередившим Бенито Муссолини. Но кроме теоретиков, русскому фашистскому движению по всем канонам жанра нужен был еще энергичный лидер, умелый в своем ораторском мастерстве. И такой человек нашелся. Местным фюрером стал уроженец Благовещенска Константин Радзаевский. Интересно, что к белой эмиграции этот человек никакого отношения не имел. Он даже был членом ВЛКСМ. В 1925 году Радзаевский в 18-летнем возрасте бежал из СССР в Харбин, где на лекциях Никифорова проникся идеей русского фашизма и возглавил националистическую студенческую организацию. Радзаевский был умелым пропагандистом и организатором, убежденным антикоммунистом, и его идеи находили отклик у многих русских эмигрантов. Как и итальянские чернорубашечники, русские фашисты из Харбина придумали для себя черную униформу, надели портупеи. За несколько лет из небольшой университетской организации харбинские фашисты в 1931 году выросли до полноценной русской фашистской партии. Ее учредительный съезд открылся 26 мая 1931 года в Харбине. Программа партии предвещала неименуемое крушение большевистского строя в СССР. Белые мигранты Манчжурии в большинстве своем жили бедно и мечтали вернуться в Россию. Поэтому среди них такая идеология работала превосходно. За первые 4 года своего существования русская фашистская партия привлекла под свои знамена целых 20 тысяч человек. Разумеется, что этому способствовали еще и несомненные успехи фашистов в Европе. Германия и Италия, в которых националистические партии взяли власть, переживали буйный подъем. Такую многочисленную политическую силу не могли не заметить и в других странах. В 1933 году среди белоэмигрантов, живших в США, Всероссийскую фашистскую организацию основал бывший юнкер Николаевского кавалерийского училища Анастасий Вансяцкий. Она была малочисленной, но зато обладала солидными финансовыми возможностями. Вансяцкий был женат на миллионерше Мэриан Бекингем Рим. Он приехал в Харбин, и в апреле 1934 года было объявлено о слиянии двух движений и основании Всероссийской фашистской партии мирового масштаба. Генсеком остался Радзаевский. Правда, американец откололся от него уже через год. Он был антикоммунистом, но не антисемитом. Помимо Манчжурии, филиалы партии в 1934-1938 году открылись во многих странах Европы, Латинской Америки, Северной Африки, США, Канаде и Австралии, везде, где проживали русские белые мигранты. В партийной символике использовалась свастика, двуглавый орел и прочие имперские символы. Приветствие было похоже на гитлеровское. Правая рука вскидывалась от сердца к небу со словами «Слава России». Всероссийская фашистская партия выпускала журналы и 2 газеты, основала женскую организацию, свой аналог Гитлер-Югенда. Союз юных фашистов «Авангард». Радзаевский с трибуны уверенно обещал, что народ СССР сметет большевистский режим не позднее 1938 года. Они ему в этом помогут. Агитаторы русской фашистской партии ходили на территорию Советского Союза раздавать листовки, а ее боевики присоединились к японцам в их боях против Красной Армии на Хасане и на Халхин-Голе.
но желающих реально воевать, а не ораторствовать, было среди русских фашистов очень мало. Однако агитация никаких результатов не дала, и надежды на японское вторжение в СССР также не сбылись. 1938-1939 годы прошли, а большевистский режим в СССР не только не рухнул, но и наоборот стал сильнее и авторитарнее. Обещания Радзаевского остались пустыми словами, популярность партии и ее фюрера стала быстро падать. К тому же японцы, которые после гражданской войны хозяйничали в Маньчжурии и вначале относились к русским фашистам лояльно, в конце 30-х годов начали их притеснять. Выступления Радзаевского, который призывал их к нападению на СССР, действовали японцам на нервы после жестокого поражения от большевиков на Халхин-Голе. Русские фашисты в других странах тоже сдулись. Вансяцкого сразу же после вступления США в войну посадили в тюрьму, и после выхода на свободу в 1946 году он больше не хотел никакой политической деятельности. Радзаевского японцы тоже арестовали, через некоторое время выпустили, но его партию строго запретили. Под запрет попало все, что было связано с ней: униформа, символика, маршировка, распевание русских патриотических песен и так далее. В конце войны Радзаевский открестился от своих прежних взглядов. Он начал восхвалять Сталина и политику ВКПБ, публично заявлять о том, что хочет вернуться на родину. Друзья и родственники до последнего дня просили его одуматься, но безуспешно. После победы Красной Армии над японцами в августе 1945-го Радзаевский заявил в советском посольстве о желании вернуться в СССР и стать советским гражданином, попросил гарантии неприкосновенности. Ему их дали. Но как только Радзаевский пересек границу, он был арестован и этапирован в Москву. Через несколько месяцев его расстреляли по приговору советского суда. Так закончилась эпоха русского фашизма, о которой в советские времена вообще не принято было говорить. В конце 90-х, начале 2000-х книги, написанные Константином Радзаевским, были изданы в современной России. Однако в 2010 году их внесли в федеральный список экстремистских материалов и запретили на территории Российской Федерации. А как вы считаете, можно ли отнести Радзаевского к классическим фашистам или нацистам? Свое мнение пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.